Друзья, приветствую вас на канале Ниндзя Капитал. Это утренний обзор. Давайте рассмотрим текущие новости, текущую ситуацию, а также какие сегодня предполагаются движения по ключевым активам, по доллару, нефти, золоту, рублю и так далее. Так, давайте начнем с календарика. Сегодня уже вышла статистика по Японии, по Китаю. Китайский Центробанк оставил базовую кредитную ставку 3,85%. У Японии вышли не очень хорошие данные по платежному балансу. Кстати, если рассматривать Японию, то у Японии платежный баланс все время прыгает. Но самое интересное, если рассматривать историю Японии, когда были так называемые потерянные десятилетия, 90-е годы, стагнация, которые перекинулись потом и на нулевые, здесь у Японии был достаточно хороший положительный платежный баланс. И что отсюда следует? Страна-экспортер, которая что-то экспортирует, даже высокотехнологическую продукцию, имея положительный платежный баланс, как мы с вами видим на протяжении 90-х, 80-х годов, она может вполне скатиться в стагнацию. Поэтому, как вы видите, большого положительного платежного баланса его не нужно для того, чтобы страна процветала и население богатело. То есть, возможно, в каких-то случаях это является критерием, но далеко не всегда платежный баланс, его рост как-то положительно влияет на развитие экономики страны и увеличение благосостояния. Конечно, есть страны, например, Германия, где вот это соотношение, оно достаточно выражено и имеет высокую прямую корреляцию между платежным балансом, его плюсом и, соответственно, процессов, которые происходят в экономике. Но это далеко не во всех странах так. И вот Япония один из подобных примеров. Ну и, собственно, японская экономика была, можно сказать, первооткрывателем эпохи пузырей в новейшее время, когда было принято решение целенаправленно, что доп. Эмиссия, она должна решить многие вопросы, многие проблемы. Да, путем выпуска денежных средств попытка решить проблемы, конечно же, возникала и раньше в истории, но именно, если так можно выразиться, прародителем всех текущих тенденций, с моей точки зрения, была именно Япония. Так, друзья, далее давайте пробежимся по новостным повесткам. Так, ну вот, достаточно странное с одной стороны, с другой стороны закономерное интервью по поводу оставшихся запасов нефти, что при существующей добыче нефти на 59 лет хватит, природного газа на 103. Но как только выросли цены на нефть и газ, сразу пошли прогнозы, что все хорошо, нефти и газа хватит еще на значительный промежуток времени. Ну, здесь просто абсолютно трендовые заявления в силу тех процессов, которые происходят на мировых рынках энергоносителей. С другой стороны, хотел заметить две вещи. Первая вещь, которая связана с тем, что для того, чтобы страна хорошо жила, экономика ее функционировала, необходимо производство прибавочной стоимости. Для этого нужны люди, соответственно, все начинает крутиться, производить, экспортировать и так далее. И поэтому продажа сырья, она, как правило, не несет роста благосостояния и развития государства, экономики. Да, было одно исключение, Норвегия, но это скорее исключение из правил, это связано с нордическим менталитетом норвежским. Во всех остальных случаях есть такая штука, как голландская болезнь. И потом, такой момент, вот на эти цифры, там 59, там 100 лет, я считаю, что не следует акцентировать внимание, потому что, во-первых, скорость добычи может измениться как в большую, так и меньшую сторону. И потом эти цифры в процессе открытия и разработки месторождений могут меняться как в большую, так и в меньшую сторону. Да, в советское время они чаще по факту разработки месторождений менялись в большую сторону, потому что там с определенным запасом, поскольку ответственность тогда была выше. Вот, сейчас скорее они будут в меньшую сторону меняться, но это при учете того, что я имею в виду общий срок лет, на который его хватит, с учетом того, что не будет снижаться добыча природных ископаемых. Но с другой стороны, я думаю, все равно неизбежно
грядет развитие зеленых технологий, сейчас вот этот всплеск пройдет, все через какое-то время, ну, год-два, может быть, 3 устаканится, и непрерывно начнет падать спрос на уголь, на нефть и потом на газ. Да, у газа здесь больше возможностей, потому что промежуточный переход связан именно с газом. Это обусловлено тем, что он дает меньший выброс СО2, проклинаемого СО2. Тем не менее, я думаю, что на запасах нефти и газа не стоит акцентировать внимание. Так, далее Facebook хочет сменить название. Но не знаю, я особо этой системой не пользуюсь, потому что с моей точки зрения она, по моему субъективному мнению, она неудобна. Ну, во всяком случае, для меня. Так, далее то, что касается Америки. Вроде как демократы готовы договориться в части плана Байдена. Ну, здесь, как я предполагал, будет просто снижение его масштабов, и все таким образом срастется, потому что заявленные Байденом цифры, они слишком велики, и они могут способствовать тому, что инфляция в Соединенных Штатах уже действительно выйдет из-под контроля, потому что то, что связано с инфраструктурой, оно может оказывать достаточно противоречивое воздействие на экономику. Так, друзья, давайте перейдем к графикам. Но Китай сегодня консолидируется, и никаких вроде бы треволнений он на сегодня предоставить не должен. Таким образом, нейтральное влияние на российский рынок на открытие со стороны Китая. Так, Baltic Dry. Ну, здесь пока что особо он не падает. Немножко он, конечно, откатился, но уверенного снижения пока здесь не происходит, к сожалению, потому что нахождение его даже на таких высотах, оно раскачивает так называемую инфляцию издержек. Ну и, кстати, если вот рассматривать текущую ситуацию, ее развитие в краткосрочной перспективе, то из-за того, что тут уже получается индуцированный процесс, сначала из-за того, что потом благодаря тому, что идет накопление различных товарных запасов, получается, происходит взаимная индукция, то есть нарушаются логистические цепочки, потому что большие заказы на сырье, на полуфабрикаты, на различные детали, которые отправляются на склад. Соответственно, здесь, получается, раздуваются логистические цепочки, но то, что поставляется, оно не идет в производство товара, а складируется и накапливается. И поэтому как бы следующий обвал и следующая фаза не стала бы кризисом накопленных запасов. Так, друзья, далее NASDAQ, дневной таймфрейм. Ну, здесь как бы все достаточно позитивно и указывает на то, что более вероятно сегодня и на этой неделе мы увидим продолжение движения NASDAQ. Первая цель, соответственно, 15 350 и потом попытка потестить вот этот хай. Критерий того, что движение не пойдет таким образом развиваться, это коррекционный откат и пробитие старого уровня 14 500, 14 600 вот этого диапазончика. Но на самом деле для NASDAQ это совсем немного с учетом того, как он прыгает. Так, друзья, далее давайте крипту посмотрим. Биткоин подошел к Рубикону, стоит вопрос пробития 65 тысяч. Здесь либо будет пробитие и космос, уход в район 75-80 тысяч, либо, если этот пробой сейчас не произойдет, отсюда возникнет коррекционный откат, у которого цель движения будет в район 59 500. Если 59 500, соответственно, здесь пробивается, то возникает более глубокий уход вниз на 54 тысячи, 52 тысячи. Вот сюда, вот в этот диапазон. Посмотрим, как будут развиваться события, но движение у него сейчас достаточно бойкие, благодаря тому, что выпускают ETF. Ну, то есть, фактически, как бы его делают еще более легальным. Потому что есть фонды, которые инвестируют в биткоин, а эти фонды, их паи, они доступны к покупке. Так, друзья, далее индекс доллара, дневной таймфрейм, начал он откатываться, но я думаю, все-таки надо еще подождать следующую неделю. И вот на следующей неделе, конец октября, весьма вероятно определиться, куда пойдет доллар в ближайшие 1-2 месяца. Так, друзья, далее VIX, вообще отличное вчера закрытие, указывает на то, что Christmas Rally стоит на пороге и стучится в дверь. Так, друзья, далее S&P 500, ну смотрите, здесь нет препон для того, чтобы потестить и пробить предыдущий хай. Сегодня с утра небольшая хандра идет, это SFD на фьючерс S&P. Смотрите, здесь у нас
Досрочно выполнена цель 4500. И поэтому здесь есть у нас сильная поддержка, которая находится в районе 4480. Соответственно, любые откаты, которые не пробивают, будут выкупаться и будут его тянуть на то, чтобы он пробил вот этот хай. Так, друзья, далее золото. Но по золоту, я думаю, сегодня, скорее всего, будет тестирование вот этого диапазончика 1782-1784. Соответственно, отмена идеи на рост – это коррекционный откат с пробитием 1760-1755. Такое возможно, но я думаю, все-таки более вероятно движение вот сюда, к этой цели и консолидация. Так, друзья, далее нефть. Нефть сегодня в раздумьях будет. Сегодня публикуются запасы по нефти в Америке. Соответственно, уже началась попытка скорректироваться. На самом деле здесь есть волшебный уровень, если опираться на дневной таймфрейм. Исходя из вот этой траектории движения, этот уровень проходит первый уровень. Ну, конечно же, он в районе 83,8-84. И, соответственно, уровень уже пробития которого в текущих реалиях маловероятно, это 82,2. Если вот этот уровень пробивается, то, соответственно, высока вероятность того, что весь этот рост ломается и начинается коррекционный откат. Так, друзья, ну вот часовой таймфрейм. По часовому таймфрейму сейчас по нефти будет отскок наверх. Цель этого движения 85,6, 85,8 сюда вот к этому диапазону. Соответственно, откат не происходит, если мы сейчас с утра получаем движение вниз и пробой уровня 83,9. Соответственно, любые движения до этого значения, они будут выкупаться и будут ее тянуть наверх. Так, друзья, далее рубль-доллар. Ну, смотрите, сейчас ситуация будет, наверное, в таком вялом режиме колебаться до 9:30, когда уже основная сессия наступит. Ну, а на текущий момент у нас вот новый минимум нарисовался 70,8. И если этот минимум будет пробит, тогда мы очень быстро можем увидеть движение, у которого цель будет 70,1. Но промежуточная 70,5, а потом 70,1. Но я бы все-таки не делал ставку на укрепление рубля. Это связано с тем, что ему просто, как вы видите, при таких ценах на нефть укрепляться не дают. И, наверное, не дадут из-за ситуации с экономикой. И поэтому, да, возможно, он еще какое-то путешествие на укрепление продолжит, тем более налоговый период грядет на этой неделе. Вот. Но я так думаю, что все-таки вот 70 это послужит пределом. Конечно, если нефть улетит на 200 там, или на 150, мы увидим значительное укрепление рубля. Ну, при такой динамике движения, наверное, ему дадут до 60 спуститься. Дальше не дадут. Итак, друзья, я думаю, рубль-доллар, консолидация в диапазоне 70,8-71. Это тема сегодняшнего утра до 10 утра. Дальше посмотрим, если будет пробой 70,8, пойдет он сразу на 70,5. Если вот это движение не произойдет, то здесь будет отскок, цель этого отскока локальная 71,28, 71,3. Ситуация по действиям так называемых крупных игроков заключается в том, что они все-таки здесь делают ставку на то, что будет отскок и рост доллара. Ну, я так предполагаю, сюда вот к этому значению. Так, друзья, далее фьючерс на индекс РТС, он немножко задумался, ну, потому что вырос он очень сильно, как ни крути. Здесь, ну, пока как бы пробоя нету, ждем основной сессии. Если все-таки здесь возникает пробой, то по нему цель движения должна быть в районе 2000. На этой неделе, наверное, все-таки эта цель не будет взята, но при продолжении позитивной динамики, возможно, когда если будут так называемые нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября, возможно, народ активно засядет за терминалы и разгонит фьючерс на индекс РТС до 200 тысяч, а может быть даже до 300, но это я шучу. Так, друзья, фьючерс на индекс РТС. Здесь, если пойдет сейчас коррекционное движение, будет пробито 188 500, то, соответственно, мы увидим возврат на вот эту линию 187 600. Если такого пробоя не будет, он здесь консолидируется и продолжает расти.
Так, друзья, далее давайте посмотрим Сбербанк. Здесь очень интересная ситуация возникла, потому что он пробивал все, что только можно. Но как только он пробивал все, что только можно, вместо ускорения движения получился отскок. О чем это говорит? Это говорит о том, что его активно собирают. А когда активно собирают, значит будут гнать наверх. Здесь на текущий момент, несмотря на то, что сформировалась разворотная формация и пробиты ключевые уровни, которые должны были его откатить назад, ну хотя бы куда-нибудь на 350, а в идеале на 325, вот сюда к этому значению. Такого движения не произошло. Мало того, его еще и со свистом откупили. Поэтому здесь, я думаю, наиболее вероятный сценарий либо консолидация, либо переписывание вот этого хая. Должны его до 400 догнать, как Газпром, просто обязаны. Вот. Ну и, соответственно, здесь, да, вот новый минимум 360 образовался. Но при тестировании как сопротивления, так и поддержки важно смотреть, как развивается пробой и какие процессы происходят. Если его начинают активно выкупать сразу же, то, конечно же, это будет ложный пробой. Вот здесь на начальном этапе было непонятно, когда его пробивали, это дневной таймфрейм, после 369 он должен был камнем полететь 350-325, но как только он начал лететь камнем, его сразу начали просто сметать. И поэтому в такой ситуации, конечно, пробитие уровня, оно не приводит к тому, что разворачивается движение вниз или вверх. Оно приводит к тому, что резко происходит отскок. Или провал, когда пробивается сопротивление. Здесь произошел отскок. Судя по динамике, как этот процесс завершился, весьма вероятно либо движение в боковике, либо судя по тому, что происходит в Америке и высокой нефти, я думаю, все-таки Сбербанк должны на 400 натянуть на этой неделе, возможно даже. Так, друзья, все, основные идеи. Спасибо за внимание, успешных торгов, всего наилучшего, счастливо!